Привет! Помните органайзер из видео о хранении одежды в маленьком шкафу, который я делала для того, чтобы использовать всю глубину полки? Для тех, кто не видел, ссылку я оставлю внизу в описании. А сегодня я хочу показать подробно, пошагово, как сделать такую коробку любого размера самостоятельно, своими руками. Для начала нужно определиться с размерами будущей коробки. Не делайте совсем впритык, иначе ее потом сложно будет выдвигать. Теперь из подходящих картонных коробок вырезаю боковые стенки по своим размерам. Для этого можно воспользоваться обычными ножницами, но с канцелярским ножом срезы будут аккуратнее и дело пойдет быстрее. А для того, чтобы защитить поверхность, под низ кладу ненужный кусок картона. Первые две детали нужно начертить с помощью линейки, а с остальными уже будет легче, их можно вырезать по шаблонам. Я делаю 4 заготовки для коротких боковых стенок и 4 для длинных. Потом склеиваю их по 2 для того, чтобы коробка была надежнее. Склеить можно обычным клеем ПВА или двусторонним скотчем. Теперь собираем стенки коробки с самыми удачными срезами кверху и склеиваем их между собой с помощью горячего клея или скотча. Мне удобнее всего работать с бумажным скотчем. Для того, чтобы сделать дно коробки, достаточно просто обвести нашу заготовку, вырезать 2 детали и приклеить их к стенкам. После этого основательно скрепляем все части и переходим к обклеиванию. Для того, чтобы обклеить коробку, подойдут остатки обоев, упаковочная бумага или самоклейка. Я рекомендую брать либо однотонную бумагу, либо с узором, без ровных четких линий или клеточки, потому что будет очень заметно, если что-то приклеится не идеально ровно. Сначала я обклеиваю все снаружи одним длинным куском. Тут все достаточно легко, сложности могут возникать только на уголках. Я подрезаю уголки уже в процессе таким образом. Сначала разрезаю бумагу от внешнего угла, потом от внутреннего, но уже отступая на толщину стенки. Потом делаю еще один разрез, как зеркальное отражение второго, тоже с отступом, и отрезаю получившийся язычок между первым и третьим разрезом. Настоятельно рекомендую попробовать сначала на обычном листе бумаги, потому что если обрезать больше, придется делать заплатку. Также оставляйте для загибания достаточный запас бумаги, иначе она постоянно будет отклеиваться, а если вы используете ПВА, то закрепите прищепками и дайте время просохнуть. Внизу углы можно обработать любым удобным способом, даже если получится неровно, потом это все можно заклеить. Теперь надо обклеить коробку внутри. Для меня это, признаюсь, самое сложное. Сначала надо начертить прямоугольник по размеру дна и добавить несколько сантиметров для загибов. Уголки при этом нужно отрезать. Теперь аккуратно вклеиваем. Если в уголках не сходятся, то их всегда можно подрезать.
Боковые стенки внутри я обклеиваю двумя кусками бумаги, потому что одним цельным мне сложновато. Здесь нужно терпение и еще раз терпение. У вертикального хранения есть такой недостаток. Вещи надо либо много раз складывать, чтобы они удерживались самостоятельно, либо они будут падать, как только коробка немного опустеет. Поэтому я добавлю сюда еще разделитель, который станет опорой оставшейся в одиночестве одежде. Надеюсь, мне удалось показать все понятно. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях. Ну а я пошла снимать для вас следующее видео об организации хранения. Пока!